Здравствуйте, дорогие любители вязания! Хочу предложить вам сегодня вот такой замечательный дырчатый узор. Можно сказать, что он двухсторонний, потому что на изнанке он тоже смотрится здорово. Вот вы знаете, уже август на исходе, и уже надо бы подыскивать модели для осени и пряжу потеплее доставать. Но вот что поделать, увидела я этот узор в книге, и он мне очень понравился. Ну, надеюсь, что вам тоже. К тому же многие живут в теплых краях, а многие еще только поедут в отпуск в теплые края. Так что связать таким узором, он вяжется быстро, легко. Топик связать какой-нибудь, что-нибудь, какое-то парео запросто еще можно. Узор этот я нашла в книге, которую, в свою очередь, я нашла в интернете. Вот такая книга «100 японских узоров для спиц и крючка». Хорошая книга, много узоров. И вот этот узор в книге под номером 314. Вот верхняя схема к этому узору. Что я хочу сказать? Схемы в этой книге такие же, как в японских книгах и журналах. Точно так же все условные обозначения на схеме показаны, так как они выглядят на лицевой стороне. И эти схемы для вязания по кругу просто идеальны, потому что мы по кругу все время вяжем лицевыми рядами. И уже, соответственно, для поворотного вязания в изнаночных рядах петли будут уже читаться наоборот. Пустая клеточка в этой схеме обозначает, что нет петли. Мы будем пропускать эти места. Лицевая петля в лицевом ряду вот показано, как обозначается. И уже в изнаночном ряду она будет вязаться у нас изнаночной петлей. И наоборот, если будет показана изнаночная петля в лицевом ряду, то в изнаночном ряду мы будем вязать ее лицевой петлей. Раппорт узора составляет 8 петель в ширину и 20 рядов в высоту. Дырочки располагаются в шахматном порядке. При поворотном вязании мы добавляем еще 8 петель для симметрии узора и делим их так. 4 петли вяжем в начале ряда, затем вяжем 8 петель раппорта или нужное количество раппортов по 8 петель, и 4 петли мы вяжем в конце ряда. Это при поворотном вязании. Если вы вяжете по кругу, то набираете нужное количество раппортов по 8 петель. Вот эти все непонятные условные обозначения я вам сейчас буду показывать. Давайте мы начнем. Чтобы вам было понятнее, мы провяжем 2 раппорта. Набираем 26 петель вместе с кромочными. 4 петли вяжем перед раппортами, затем 2 раппорта по 8 петель, 16 петель, и 4 петли после раппортов. У меня тут бегает котенок, может быть, вам будет слышно, но я не могу его успокоить. Вот никак. Он так не вовремя проснулся. Так что я прошу прощения, если будет какой-то шум. Я постараюсь между его тык-дыками проговаривать. Итак, вяжем первый лицевой ряд. После кромочной провязываем 2 лицевых. Затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид. Мы провязали петли перед раппортом. Далее вяжем петли раппорта. Делаем еще накид, у нас получается двойной накид. 2 петли вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. 4 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. Это мы провязали 1 раппорт и повторяем точно такой же второй. Второй накид делаем. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 4 лицевых.
2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид. Провязали второй раппорт. И петли после раппорта. Делаем накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 2 лицевых. В дальнейшем я не буду вам говорить петли до раппорта и петли после раппорта. Вам на схеме видно, где раппорт начинается, где раппорт заканчивается. Вы просто помните, что мы вяжем 2 раппорта подряд между петлями для симметрии. Второй изнаночный ряд. 3 изнаночных. Далее сбрасываем 2 накида и делаем обернутую петлю. Вот смотрите, у нас рабочая нить на указательном пальце. Мы вот так сзади правой спицы подхватываем эту нить и получаем вот такую петлю. Мы ее сильно не затягиваем. Вот примерно вот так. И вяжем дальше. 6 изнаночных. Не забыли, что петли читаем наоборот, условное обозначение в изнаночных рядах. 4, 5, 6. Снова нам нужно сбросить двойной накид и провязать обернутую петлю. Вот так. Не затягиваем, делаем довольно слабо. Можно, кажется, сделать один двойной накид, сбросить и снова двойной накид сделать. Но это вот не получается. Я попробовала, думала, зачем эти обернутые петли, зачем, но не получается. Так, сделали обернутую петлю, 6 изнаночных. И снова сбрасываем двойной накид и делаем обернутую петлю. И 3 изнаночных у нас в конце ряда. Третий лицевой ряд. 1 лицевая. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо. Делаем двойной накид и сбрасываем вот эту обернутую петлю. Вот так. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем двойной накид, сбрасываем обернутую петлю, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, сбрасываем обернутую петлю, делаем двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 1 лицевая. Четвертый изнаночный ряд. 2 изнаночных. Сбрасываем двойной накид, делаем обернутую петлю. Не туго. 4 изнаночных. Снова сбрасываем двойной накид, делаем обернутую петлю. 4 изнаночных. И снова повторяем. Двойной накид сбрасываем, обернутую петлю вывязываем. И 2 изнаночных у нас в конце ряда. Пятый лицевой ряд. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Двойной накид, сбрасываем обернутую петлю. 2 вместе лицевой с наклоном влево.
Повторяем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Двойной накид. Сбрасываем обернутую петлю. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Повторяем. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Двойной накид. Сбрасываем обернутую петлю. 2 вместе лицевой с наклоном влево. Шестой изнаночный ряд. Провязываем 1 изнаночную. Сбрасываем двойной накид. Делаем обернутую петлю. Далее будет 2 изнаночных. Сбрасываем двойной накид. Делаем обернутую петлю. 2 изнаночных. Сбрасываем двойной накид. Делаем обернутую петлю. 1 изнаночная в конце ряда. Вот так у нас получается. Мы вот смотрите, насколько уменьшили количество петель. Теперь в 7 ряду мы будем восстанавливать количество петель. 7 лицевой ряд. После кромочной провязываем лицевую петлю. Сбрасываем обернутую петлю. У нас вот таких вот длинных петель должно быть 6. Мы уже провязали, в каждом ряду мы делали такие петли. Итак, отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5. И вот там, вот она, 6-я петля. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Под 6-ю петлю вводим правую спицу, провязываем лицевую петлю. Нам нужно вывязать 6 петель. Делаем накид. Снова лицевая петля под эти все 6 петель, накид. Еще раз лицевая петля, накид. У нас получилось, мы вывязали 6 петель. Лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид. Все. Далее провязываем 2 лицевые и снова сбрасываем обернутую петлю, отсчитываем 6 длинных петель и вывязываем 6 петель. Лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид. Все. 2 лицевые и точно так же вывязываем еще одну дырку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вводим правую спицу, лицевая накид 1 раз, лицевая накид 2 раз, лицевая накид 3 раз, 1 лицевая в конце ряда. Вот так восстановили количество петель. 8 изнаночный ряд. Здесь практически петли вяжем по рисунку. По рисунку это значит, мы вяжем петли так, как они перед нами лежат. Лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. 1 изнаночная, 6 лицевых. Вот у нас накид был, вот последний, когда мы вывязывали. Я провязываю его вот за заднюю стенку лицевой скрещенной. И далее еще 5 лицевых. Далее будет 2 изнаночных, 6 лицевых. Снова я накид провязываю лицевой скрещенной и провязываю 5 лицевых. Повторяем. 2 изнаночных и 6 лицевых. И 1 изнаночная в конце ряда. Восстановили количество петель, получили вот такие замечательные дырки. Вяжем дальше. В 9 лицевом ряду петли провязываем по рисунку. Лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Давайте уже самостоятельно этот ряд провяжем.
В 10 изнаночном ряду все петли вяжем изнаночными. Вот смотрите, мы провязали 10 рядов в высоту, половину раппорта. В следующей половине раппорта мы будем вязать точно так же, только будем располагать дырки в шахматном порядке. Интересно вязать, правда? Совершенно не скучно и интересно получается. Мне очень нравится. 11 лицевой ряд. Сразу после кромочной делаем 1 накид и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевых. И 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, двойной накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевых. Далее 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 1 накид. 12 изнаночный ряд. Сбрасываем накид, он у нас один, он у нас маленький, и поэтому обернутую петлю мы будем делать тугую. Вот прям туго затягиваем. Здесь будет небольшая дырка. Далее будет 6 изнаночных. Ну и далее уже вам знакомо. Сбрасываем двойной накид, делаем обернутую петлю слабее. 6 изнаночных. Снова повторяем. Двойной накид, сбрасываем, обернутую петлю делаем. Не тугую. 6 изнаночных. Дошли до последнего одного накида, сбрасываем его и делаем тугую обернутую петлю. Нам надо, чтобы эти петли потом длинные были одинаковые. Тринадцатый лицевой ряд. Сбрасываем обернутую петлю, делаем 1 накид. 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. 2 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Сбрасываем обернутую петлю, делаем двойной накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Сбрасываем обернутую петлю, делаем двойной накид. 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевых. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, сбрасываем обернутую петлю и делаем 1 накид. И кромочная петля. 14 изнаночный ряд. Сразу после кромочной сбрасываем накид, делаем тугую обернутую петлю. 4 изнаночных. Сбрасываем двойной накид, делаем обернутую петлю. 4 изнаночных. Снова сбрасываем двойной накид, делаем обернутую петлю. 4 изнаночных. Затем сбрасываем 1 накид и делаем тугую обернутую петлю. Снова уменьшаем количество петель. 15 лицевой ряд. Сбрасываем обернутую петлю, делаем 1 накид. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево,
Навстречу им 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Сбрасываем обернутую петлю, делаем двойной накид. И повторяем. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Сбрасываем обернутую петлю, делаем двойной накид. И повторяем снова. 2 вместе лицевой влево, 2 вместе лицевой вправо. Сбрасываем обернутую петлю и делаем 1 накид. 16 изнаночный ряд. Сбрасываем накид, делаем тугую обернутую петлю. Далее будет 2 изнаночных. Сбрасываем двойной накид, делаем обернутую петлю слабее. 2 изнаночных, сбрасываем двойной накид, обернутая петля. 2 изнаночных, сбрасываем 1 накид и обернутую петлю делаем тугую. Провязали 16 рядов. Сейчас в 17 ряду у нас в начале и в конце ряда мы делали короткие, вот эти длинные петли, они короче, чем петли в основном раппорте. И мы будем вывязывать из них не 6 петель, а 3. Вот сразу после кромочной тяжело, вот надо было несколько петель провязать, чтобы было удобно видеть эти петли. У меня там в образце-то кайма связана. Итак, отсчитываем 6 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5. И вот она 6-я. Не забываем, что у нас кромочная еще на спице. Под эти 6 петель правую спицу вводим, вывязываем петлю, делаем накид и снова вывязываем лицевую петлю. Вот вывязали 3 петли. Далее у нас будет 2 лицевых. Сбрасываем обернутую петлю и отсчитываем 6 петель. Здесь проще 3, вот они 6. И вывязываем 6 петель. Лицевая накид, лицевая накид, лицевая накид. Снова 2 лицевых, сбрасываем обернутую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И 6 петель вывязываем. Лицевая накид. Накид, не забыть. 2 лицевых, снова сбрасываем короткую петлю. Ну и в конце тут уже выискиваем 6 петель. 3, 4, 5 и 6. Вот сюда. Лицевая, накид, лицевая и кромочная петля. Восемнадцатый изнаночный ряд. Провязываем петли лицевыми, которые мы вывязывали из 6 петель, 6 длинных петель, 3 лицевые, 2 изнаночные. И снова у нас первый накид, вяжем 1 лицевую и еще 5 лицевых. И чередуем так 6 лицевых, 2 изнаночных. Вот 2 изнаночные, снова 6 лицевых. Две изнаночных и 3 лицевых. Девятнадцатый лицевой ряд. Петли провязываем по рисунку. И в 20 изнаночном ряду провязываем все петли изнаночными. Это у нас последний ряд раппорта.
Все петли вяжем изнаночными. Ну вот, смотрите, какой получился образец. Вот пока вяжешь, петли уменьшаются, кажется, какое-то недоразумение получается. Потом увеличивается количество петель, восстанавливается, вернее, количество петель, и получается вот такой замечательный узор. И вот с такой замечательной изнанкой. Ну, правда, симпатичный? Смотрите, как здорово смотрится. Ставьте лайки, если вам понравился узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи. И, конечно, ровных легких петелек. Пока-пока.